Я всегда очень радуюсь, когда на русском языке выходят игры для детей, в которых есть крутые, интересные компоненты, а если при этом еще игра увлекательная и нравится детям, это дважды здорово. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Пушистая долина, и эта игра, как я уже неоднократно говорил, одна из тех, где коробка используется в самом процессе игры, что мне несказанно нравится. В этой игре кооперативной, то есть вы все вместе играете с детьми, или дети играют между собой сами, и выигрывают все вместе, или проигрывают все вместе, но проиграть здесь в игре нельзя, вас, в зависимости от ваших успехов, похвалят либо больше, либо меньше. В этой игре луговые собачки готовятся к зиме, и для этого им нужно будет найти огромное количество припасов, набрать себе меда, ягодок, положить себе сено, чтобы у них была мягкая постелька на эту зиму, и постараться сделать так, чтобы этих припасов было как можно больше. При этом им будут вредить ласки, которые время от времени будут спать на тех местах, куда луговым собачкам бы хотелось пойти, чтобы собрать ресурсы. Будет прилетать орел, который время от времени будет уносить собачек, но потом возвращать обратно, потому что игра добрая. И вы все вместе, по очереди, ходя одной из собачек, будете забирать эти ресурсы, а потом складывать их у себя в норке. Давайте разбираться все вместе с вами, как играть в Пушистую долину. Итак, игра подготовлена следующим образом. У вас лежит планшетик, на который вы будете складывать ресурсы. И если вы хотите сделать игру попроще, то вот из этих ресурсов ежиков вы наберете определенное количество и выложите их здесь сразу, чтобы вам было попроще выиграть и полностью заполнить свою норку. Вот на этом планшетике у нас лежат карты специальные. Это карты, которые скрываются, карты опасности, и каждый раунд будут скрываться они у вас. И там различные эффекты, про которые мы поговорим попозже. Здесь карточки бобра, стога сена, жетоны ласок и 4 луговые собачки сразу сидят в отдельных норках. В свой ход каждый игрок будет по очереди брать одну луговую собачку из одной норки и перемещать ее в другую норку попкой вверх. То есть собачка была мордочкой вверх, потом стала лапками вверх. И выполнять действия, которые связаны с этими самыми норками. Норки есть следующие. У нас есть 2 норки в кустах, и когда мы отправляемся в норку в кустах, мы тянем один жетончик вот из этого зелененького мешочка. И в зависимости от того, что на этом жетончике, мы будем выкладывать его. Вот у меня попалась плохая ягодка, она выкладывается на стол. В этом мешочке также могут встречаться хорошие ягодки, которые вы также будете выкладывать к себе на стол. Эти ягодки вам нужны будут для того, чтобы разложить тарелочки в своей норке. Второй вариант, который можно отправиться, это луговая собачка нырнет вот сюда, и тогда она отправится на более опасную охоту за припасами для своей норки, потому что около этого бревна сидит лиса, и тогда мы потянем жетончик из черного мешочка. И вот в этом мешочке и награды могут быть получше, и опасности побольше, потому что там жетончики разные. И там в жетончиках можно найти и сено, и даже самый мед, который самый ценный ресурс. Но также там может оказаться и барсук, который украдет у вас одну ягодку со стола и забросит в этот мешочек. Может оказаться глазик, который позволит вам подсмотреть верхнюю карту и приготовиться к следующему раунду таким образом. А также может оказаться мухомор, который вы положите на стол, и он спасет вас от прихода лисы в какой-то момент. В этом мешочке жетончики более разнообразные, то есть не только ягодки, но и опасности там некоторые есть. Барсук, например, придет и украдет вашу ягодку. Может быть, там окажется жетон ласки, которая закроет одну из ваших клеточек и так далее. Можно пойти в поле, нырнуть вот сюда, и за это положить себе один жетончик сена на стол. И это полезный ресурс, который вам пригодится. Вам нужно набирать сено, ягодки и мед. Еще у вас есть 2 помощника. Это ежик Ёжа и бобр Боба, к которым вы можете обратиться за помощью. И если вы пойдете сюда, то можете заплатить бобру одним жетончиком сена и взять верхнюю карточку из колоды бобра. Это очень полезные карточки, которые выкладывают сюда и действуют до конца игры и будут помогать вам. Там есть и карточки, которые позволят вам тянуть вместо одного жетончика 2 жетончика из одного или из другого мешка. Есть карточки, которые снижают стоимость у бобра, и ему можно будет платить не только сеном, а любым другим ресурсом. Есть жетончики, которые позволяют вам ежику платить меньше, например. А к ежику, если вы пойдете, вы можете у него поменять плохие ягодки на хорошие, на сено или на мед. При этом хорошая ягодка стоит 1 плохую ягодку, сено стоит 2 плохих ягодки, а мед стоит 3 плохих ягодки. Но вот с этой картой вам все будет стоить на 1 дешевле. То есть сено, например, вы сможете купить за 1 ягодку, а мед за 2. И сразу положить их себе на стол. Это если пойдете к ежику. Ну и если вы пойдете в речку, то вы можете скопировать любую другую норку, в которой уже кто-то сидит. А еще есть змейка, которая помогает вам избавляться от ласки. Она прогоняет ее. Ласки будут выкладываться время от времени на разные ячейки, закрывая их вам.
и тем самым не давая туда луговым собачкам нырнуть. Они будут спать на этих местах и тем самым не давать вам собирать ягодки, собирать сено или даже ходить иногда к лисе. Но вот если вы пойдете к змейке, то вы сможете ласку из какого-то места прогнать. А еще на картах бобра есть змейка, которая прогоняет сразу всех ласок с игрового поля. Но для чего мы все это делаем? Мы это делаем для того, чтобы, когда у нас накопилось определенное количество ресурсов вот здесь, на поле, одна из луговых собачек взяла и запрыгнула вот сюда, в свое хранилище. И тогда вы можете выбрать один из видов ресурсов, а если у вас есть специальная карточка, то даже два, и забросить их вот сюда, в специальный почтовый ящичек. А потом ребенок раскладывает их по нужным ячейкам. То есть, например, положили ягодки на тарелки, мед мы положили бы на баночки, а сено положили бы себе в кроватку. Когда все луговые собачки запрыгнули в норки и выполнили какие-то действия, наступает конец раунда. В конце раунда вы забираете отсюда луговых собачек и раздаете их игрокам, если они здесь оказались. Оказаться они там могут, когда, например, ласка накрывает норку, в которой лежит луговая собачка, или когда прилетает орел и забирает одну из луговых собачек, на время куда-то уносит. После этого вы открываете такую карточку, и это карточки обычно нехорошие, в них всякие проблемы для ваших луговых собачек. И там может быть, что в какую-то определенную ячеечку легла ласка, что у вас орел унес одну из луговых собачек и поставил вот сюда. Может быть, что лиса, вот это очень плохая карточка, пришла прямо и забрала у вас все, что лежало на вашем столике, что вы не успели спрятать в норку. Может оказаться тот же самый барсук, который у вас украдет одну из ягодок с вашего стола, как и сделал бы это по жетончику из мешка с лисой. А еще в этот же момент хода все луговые собачки возвращаются обратно лицом вверх. Потом вы переходите сюда, крутите стрелочку на 1 и продолжаете ход по новой. В следующем раунде вы опять походите, опять вскроется карточка, опять покрутите стрелочку, и так будет до тех пор, пока вы не дошли до вот этого вот деления. Когда вы дошли до него, это значит, что у всех игроков остался последний раунд, когда они играют. И после того, как этот раунд закончился, началась зима, и вы почитаете свои результаты. Чем больше ягодок, меда и сена вы накопили, тем лучше будет ваш результат, и игра вас похвалит в зависимости от того, как много всякого вы насобирали. Игра простая по правилам, но единственный момент в том, что первые партии нужно будет играть как минимум с детьми, у которых есть навыки чтения, если они будут играть без взрослых. По той причине, что символов на карточках достаточно много, символов на жетонов тоже достаточно много. И если дети пока еще не запомнили, что какой символ значит, им надо будет подглядывать правила, чтобы посмотреть и перечитать, что эта карточка или этот жетончик делают. С другой стороны, я сейчас играю в эту игру спокойно со своей 4-летней дочерью, и у нее на время, я подчеркну на время, потому что у нее время от времени появляется любимая игра, вот это на время у нее любимая игра, и она прям любит собирать все эти ягодки, жетончики, и уже прекрасно понимает, что, например, прыгать в норку и сбрасывать один жетончик, это невыгодно, что лучше посмотреть и поднакопить, пока будет возможность сбросить жетонов больше, чтобы не тратить лишние действия. И всегда готовиться к тому, что может прийти лиса и забрать жетоны ресурсов ваши, или к тому, что у вас может оказаться луговых собачек на поле меньше. Игра простая, интересная, очень красивая, и вот эти вот луговые собачки доставляют детям удовольствие. Особенно нравится им процесс того, что собачка выпрыгивает из одного места и запрыгивает в другое. Так что, если вы хотите простую, интересную, хорошую игру для ваших детей с кооперативной составляющей, в которой дети либо все вместе выигрывают, либо все вместе не проиграют, потому что даже если вы набрали очень мало ягодок, вам все равно скажут, что вам в следующий раз все получится, то «Пушистая долина» вам может подойти как игра, которая привлекает детей и своей визуальной составляющей, и своими игровыми качествами. И это все, что на сегодня я вам хотел сказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media, и это была «Пушистая долина».